on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Всем привет, ребят! Что, продолжаем сегодня проходить Cuphead, точнее уже попробуем еще на втором стриме замочить этого дьявола. Но не знаю, как получится, надо постараться. В общем, давайте продолжаем сразу же. Поковырялся немного с оружием, попытал там одно, другое, вроде как бумерангом лучше получается первую фазу закрывать. Дальше посмотрим. Поехали. Бла-бла-бла. This match will get red hot. It's on! Понятно. Тут же уже вылетаю. Вылетаю. Да что ж так. Главное нормально встать и стрелять ему в башку. Вот тут. Я тут посмотрел, короче, у меня уже 644 смерти. Даже, по-моему, побольше уже. Понятно. 645. Но этим оружием гораздо быстрее сносится тут. Гадалки не ходи. Так. Тут даже уклонения не требуется. Палец рановато. Бинскот. Лайкосик застримится, удачного стрима и битвы с боссом. Привет, Бенсквад. Спасибо за лайкос. Да, удача тут пригодится. Эта сволочь довольно-таки жесткая. Гораздо быстрее теперь доходится до первой фазы. Ну, тут побежал куда-то. Надо было на росток переключаться, короче. Вторую, третью фазу надо валить рассобом. Рано. Давай еще разок. Долго атаковал этот чувак. Тихо, аккуратненько. Потом даже можно так пошвыряться. Давай еще разок. 3 жизни, вторая фаза. Уже лучше.
Ах, попался. Тихо, тихо, тихо. Она не нервничает. Делфо от bmd.gg. Добрый вечер. Привет, Вольфот. Пошел, короче говоря, 6-й час попыток пыря этого завалить. На прошлом стриме его 5 часов удохал. Чё-то не вышло. Сейчас посмотрим, насколько продуктивно пройдет. Блядь. Дважды влетел, уже не вариант. С 3 жизнями я хотя бы подольше жил. Блядь, за экраном улетел на этого мудака. Понятно. То ли черт задел, то ли лапы, хрен его знает, но там они одновременно были. Парировать надо было. Давай, право, право, справа. Давай, чувак, вторая фаза. Вот конец. Не надо нам никаких бомб. Короче, по возможности лучше, конечно, их парировать. Ну, вижу, что на меня прям летит, понятно? Вообще улетел. Вот уже почти 3-я фаза сразу же. Понятно. Заново. Да, что ж такое? Иногда вот получается прямо в центр этой херни запрыгнуть, и тогда оттуда надо парировать. Самый такой нормальный расклад. Атаки у него, короче говоря, рандомные постоянно. Какой-то последовательности я особо не заметил. Но после каждой атаки следует хлопок. Понятно. Смысла не вижу с одной жизнью идти дальше. Бля. Надо, блин, максимально надо быть концентрированным.
Вторая фаза. Ну да, бумеранг, короче, гораздо больше сносит. Раструбом, видимо, не по всей башке урон проходит. А тут как раз вот раструбом самое то. Фридде. А привет, помнишь меня? Сейчас, секунду. Пройди. Привет. Нет, не помню. Не помню. Может, давно не заходил, поэтому. Так обычно всех ребят помню, которые регулярно заходят. Ах ты, падла. Тут же улетел. Заново. Надо прям вот все три жизни. ТНТСК-1Л. А ты взял бумеранг? Да. Им быстрее, короче, первая фаза закрывается. Так сказать, больше дает возможности пожить на следующих фазах. Ну, попробовал, короче говоря, разные виды оружия. Какое лучше сносит, какое хуже. Короче, самое вот оптимальное. Разные способности тоже попробовал. Ничего такого особенного, прям погода не делает. Так что. Неостес. Чумовая игруха. Да, согласен. Игруха чумовая и до жопы сложная. Собственно, она-то ее и поджигает. Падла. Ну, давай. Готово. Все, я думал, он уже башку свою на плечи посадит. Ну нет. Ну, теперь хлопки, короче, гораздо вроде получше получается. Главное вот от этих атак уходить нормально. Когда проверял оружие, один раз получилось у меня дойти до начала 4-й фазы. Последней, там осталось той херню ему их нести. Но я, естественно, подох. ТНТСК-1Л. Dark Soul тоже не лучше. Такая же сложная игра. Ну да. Dark Souls, ну вообще, по идее, в Souls-like я больше не играл, как бы. Поэтому видел только прохождение, не понимаю, насколько оно сложное. Это примерно то же самое. Рисованный Souls-like. Сейчас хер знает, откуда урон прилетел. Ладно. Да, что ж такое. В одной жизни вообще даже не вижу смысла ссылаться на следующие фазы, потому что я там явно не жилец. Так, шарики. Шарики, когда летят, тут главное просто аккуратно увернуться, блядь, а не вот так вот. Лайк узнал? Привет, Гайм Квивер. Ты писал? Я, чувак, сорян, заимки не делаю. YouTube меня карает за заимки. Заказанную взаимную подписку он мне отписывает по несколько каналов, подписчиков. Отписывает, ну, списывает лайки, комментарии. Не, комментарии пока не удаляет. Но вот лайки, просмотры, все это дело списывается.
что насчет заимок это не ко мне. Понятно. Ну ничего, ничего, почти третья фаза. A brawl is surely brewing. Here goes. Падла. Слишком рано. A great slam and then some. Тут главное вот на хлопок прыгать вовремя. Ну, это слишком поздно. This match will get red hot. Квинтесска 1L. 3 фазы сложная. Тут, по идее, ну, на самом деле, вторая самая простая считается, да. Ну, не считается, по крайней мере, для меня. Первая самая сложная, потому что тут много уворачиваться надо. К третьей я пока тоже особо не привык, поэтому она сложная, но я думаю, что первая самая такая противная фаза, то что она как можно больше пытается из тебя жизни выдавить. Гами Куиблер. Меня тоже покарал. Вчера было 33 подписки, а сегодня 13 подписок. У меня Покарали. бывало. У меня бывало и по 40 по этих человек сносили заимок. Просто каждые сутки. С 12 до часа дня списывают взаимные подписки. Ну и к тому же заодно людей, которые к тебе не заходят, не смотрят тебя. Here's a real high-class bout. You're up. A brawl is surely brewing. It's on. Если уж за этот стрим не получится пройти этого босса, я тогда уже, короче, прохождение буду летсплеем выкладывать. Уже не вижу смысла третий стрим мочить одного и того же. Утырка. Надо уже переходить на другую игру. Поэтому... Бля, и фаза началась, и шарики летают. Вот это вот вообще подстава. Короче говоря, если не получится сегодня пройти его, тогда уже летсплеем просто выложу. С обрезками, короче, не нужно вот этой вот херни прохождения. Часами так мудиться тоже. Когда же у него атака-то это закончится? Тут главное вот попасть в этот момент, ну понятно. Херово, когда он одну атаку завершает другой. Когда ты вообще не в теме. Ладно, все равно одна жизнь. Квинтесска 1L. Ты пробовал бумеранг, шарики и менять оружие? Или это уже не работает? Ну, есть такая фишка, когда... Блять, я не успел спарировать. 3 раза на эту бомбу прыгал. Но не спарировал, и в итоге взорвалась она. Пробовал менять, короче, бумеранг, самонаводящийся ставить. Там еще есть такая фишка, когда быстро оружие переключаешь между собой, то он вроде как, оно наносит больше урона. Но к этой механике надо привыкать.
А так как я этим не занимался, предыдущие боссы и так далее, предыдущие прохождения, стримы, то сейчас уже смысла нет. Ну, когда вот так вот быстро меняешь оружие, он сносит вроде как побольше. Но насколько больше тоже, это большой вопрос. Не вовремя. Понятно. Первая вот эта фаза пытается из тебя выжить максимум, блядь, жизни. Вторая мочится без проблем. На третьей главное просто боковых чуваков, которые опускаются, успеть замочить и все. Как бы фаза сама по себе-то не длинная. Там раструбом просто шарашишь ему по глазам и все. Карики. Блять, не успел. На четвертой фазе там просто надо ульту вовремя использовать. И все. Босс кончен. Гамми Куиблер. Я тебе уже 2 СМС написал, чат не пускает. Куинтеска 1ЛЛ. Я про другие шарики синие. Да, я купил, короче говоря, это оружие. Вот эти синие шарики, они, короче, до башки босса вообще не достают. Блять, жизнь слил. Я не знаю, что там ты за смс-ки написал, который чат не пускает. Если они ссылки содержали, то вполне. У ютуба свои причуды. Бля, как говорится, пути ютубовские неисповедимы. С матами, по-моему, YouTube тоже не пускает сообщения. Блять, не вовремя прыгнул. Слишком рано. Куинтеска 1ЛЛ. А если прыгать? Пробовал прыгать, короче. Все равно. Очень неудобно. Так что 4 или 3 монеты только зря потратил. Задел все равно. Ладно. Понятно. Не, бумеранг на самом деле вот на первой фазе нормальное оружие. Она стреляет хоть и медленно, но урон неплохой наносит. Главное просто не получать. Не получать пиздячек. Все 3 жизни дотащить, короче, и будет ништяк. Гамми Куиблер. Да не ссылки, а то, что это мой второй канал Игр Лёша. Ладно, пошел монтировать киноляпы. Я кинопредира. Понятно. Понятно, кинопредира. Надо предупреждать. Ну ты говоришь, узнал. А как я могу узнать? Там же за чатом-то не написано, кто мне пишет со 2-го или 3-го аккаунта. Понятно. Что-то я, походу, еще не проснулся. Good day for us. Well done. You're up.
Тихо, аккуратненько. Вот на хлопок, по идее, даже можно уворот не использовать. Ну, телепорт. Главное, просто это делать вовремя. Максим Ильич. Ну если так, то утречка доброго. Да, я, видишь, ночную смену отработал. 3 часа поспал и пора стримить. Блять. Мудила этот долбанул меня из-за кулис, так сказать. Понятно. Ничего, сейчас. Кофейком взбодримся. Глядишь, через часик босса закроем. Говорю, я посмотрел тут как-то, пока оружие покупал, посмотрел, короче, я на этого урода слил, что-то у меня там 645 смертей. То есть 200 примерно, 200 с чем-то, ну, грубо говоря, 300 пришлось на всю игру. И 300 только на эту мразь. Так что... Гамику и бля. Я после ночной смены сонный. Мне пришлось бросить бухать после скорой помощи и начать лечить печень. То есть алкоголь уже, короче, до скорой помощи довел. Лечить печень. Надо аккуратно пить. Да что ж такое, падла. Я тоже после ночной смены сонный. А что делать? Что делать? Надо, как говорится, не отставать от графика. ТСК-1Л. У меня было вроде 800 смертей, на втором острове Нуб был. 800 смертей, ну, круто. Конкретно тебе тоже крови попили. Ну тут, блин, даже если 400 на одного, то уже до хрена, блядь, я не успел опять. Вторая фаза. Вот с бумерангом она гораздо быстрее начинается. ТСК-1Л. Дракон до канала. Дракон у меня тоже вот. Конкретно первый раз, когда пытался проходить еще на плойке, дракон у меня конкретно кровью попил. Я его тоже 3 стрима мудохал. Но в этот раз гораздо проще. Я просто понял, короче говоря, как проходить последнюю фазу. Поэтому он меня чуть поменьше времени занял. Но тоже часа 2, наверное, я его мудохал. Где-то так. 3-я фаза. Тихо, тихо, тихо. Оп. Гамику и бля. Да часто пил после завода злой, допился печень. Я стримил 3 стрима монтажа опознавательно. Блять. Я стримил 3 стрима монтажа познавателя. Знак вопроса. Я не совсем понимаю вопрос. Dark Souls. PFF. Cuphead. Лайкос, дружище. Спасибо за лайкос. Тыкворез. Я надеюсь, то, что, блядь, все-таки сегодня получится эту мразь завалить. Ну, одной жизнью нихер переться дальше. Я думаю, если все-таки получится Cuphead пройти, стоит лезть на другие Souls-лайки. Ну, в смысле, вообще, в принципе, на серию Souls-лайков каких-нибудь.
посмотреть, насколько сгорит пукан. Попытать счастье. Я бы вот Секира, наверное, попробовал. Ну, какую-нибудь часть Dark Souls вдруг зайдет. Но, опять же, не все сразу. Надо сначала вот эту херню добить. Добить этого урода. Потом на какой-нибудь игрушке отдохнуть. Потом уже пробовать какие-нибудь соус-лайки. Куинтеска 1ЛМ. Если нервов хватит, то можно. Да нервов-то по идее хватит. Главное Максим Ильи. Ну я чередовать. думаю, либо Bloodborne, либо Sekiro. Bloodborne. Это Bloodborne с плойки надо стримить, а с плойки стримить неудобно. По крайней мере мне. Без карты захвата и всего прочего. Тихо, тихо, тихо. Секиру вполне. Почему бы нет-то? Кинопредира. Во-первых, ловить 2 лайкоса. Во-вторых, начав играть игры на фильм-канале, я потерял 16 человек. Поэтому видел. создал второй канал. Я видел то, что ты видос там выпускал, в котором говорил, что начал на канале про фильмы делать стримы. Когда народ начал отписываться. Но не забывай, люди могут по другой тоже причине отписываться. Как вариант. Возможно, YouTube какие-нибудь заимки посносил, которые давно к тебе не заходили. Ах ты падла. Я даже брать не буду. Пол-третьей фазы. Good day for a swell battle. You're up. Это с учетом того, что я еще до хрена времени боковую вот эту падлу выносил. Я вот думаю, может быть попробовать просто от них уворачиваться. И прямо целенаправленно ему шарашить по глазам. Вот попробовать. Кинопредира. Мне писали люди, мы подписались ради ляпов, а тут понеслись игры. Угу. А что ты так решил вместо ляпов игры запустить? Ну, как бы это нормальная фишка, то что если ты канал запускаешь про одно и потом начинаешь снимать про другое, неудивительно то, что это половине твоих зрителей даже не зайдет. Ну, типа ты там, допустим, подписался на канал про готовку, а тебе машины показывают. Так что логично, логично. Кинопредира. Решил от вас не отставать. Да и скучно без чат-общения мне часами сидеть за монтажами. Ну давай, блядь. Нет, не получается отвлекаться. Точнее, не получается, не отвлекаясь, мочить. Мочить и мочить. Скучно без чат-общения, мне часами сидеть за монтажем. Но некоторые, знаешь, каналы по фильмам иногда бывают просто разговорные стримы запускают.
к ним заходят люди, которые тоже увлекаются подобным, скажем так, кинематографом и так далее. И они сидят, общаются. Просто хрен его знает, как бы 2 канала вести тоже довольно-таки тяжеловато. A brawl is surely brewing. It's on. Oh god. Кинопредира. У меня стрима по монтажу уже за неделю, если ты заметил, Лёша. Пока нет. Кинопредира. Пока не 300. заметил. Вот уже гораздо быстрее 2-я фаза все-таки начинается. Ну и как у тебя на этих стримах бывает? Ну, как бы народ заходит, онлайн имеется. Да, что ж такое? Ладно, продолжаем. Надо потренить 3-ю фазу. А тут бы, конечно, блин, пригодилось бы оружие. А, тихо, блядь. Пригодилось бы дефолтное оружие на 3-й фазе, но другое не поставить. Сука. Кстати, я тут как там то, что мне говорили, посмотрел, то, что мне говорили, то, что можно хлопок, раньше было, ну, в старых версиях, ну, или в первых ревизиях игры, можно было хлопок парировать, просто уклонение вниз. Кинопредира. Народ Ну, заходит блядь. чисто песенки послушать моей юности. Скучный монтаж, но хвалит за опыт в монтаже хороший, мол, мы так не умеем. Ну, хотя бы народ песенки слушает. Монтаж, наверное, это скучно смотреть. Да, только надо тем, кто увлекается. Ай-яй-яй-яй, бля. Ну, тоже вроде неплохо ему напинал. Good day for a well battle. Here goes. А, так вот, я не договорил. Короче, посмотрел предыдущие типа ревизии игры, то что там можно было вот этот хлопок дьявола, просто пригнувшись, его парировать, ну, не парировать, просто уйти от этой атаки. И действительно, там эта фигня срабатывает, но в этой версии игры уже ни хера не срабатывает. Тут еще некоторые названия поменяли. Бумеранг там, допустим, на какую-то, на карусель, что ли, изменили название. Ну, это так чисто. Ну, хрен с ним. И там, по-моему, даже дьявол в той версии медленнее действует. Потому что визуально я сравнил, как будто он заторможенный какой-то там. Тут он вроде они его чуть пошустрее сделали. Ну, если я опять же не ошибаюсь.
Ладно. Понятно. Теперь точно нет. A great slam and then some. Here goes. Когда вот эти шарики летят с разных сторон, прямо не знаешь, куда ховаться. Максим и раньше можно было спамить быстро смену оружия, а тем самым в 2 раза больше урона выдавать. Ну, сейчас тоже можно это делать. Кинопредира. Я показываю, как я монтирую киноляпы и то, что Sony Vegas без фотошопа дополняют друг друга. Сейчас тоже можно менять оружие, но я не знаю, пофиксили они этот баг с увеличенным уроном. Хрен знает. Максим и спидранеры до сих пор на такой версии бегают. Угу. То есть они уже себе маленькие читы, да, забацали? Волочи. А чё же они не бегают на обычной версии? Потому что, блядь, не получается. Я показываю, как монтирую киноляпы, и то, что Sony Vegas без фотошопа дополняют друг друга. Ну, это, знаешь, это надо, наверное, просто увлекаться этими прогами, прямо вот в них работать, шарить, и чтобы... Ну, это тоже, это очень, очень сужает, скажем так, твой круг интересов людей. То есть это, допустим, из 10 это будет интересно только одному, к примеру. Ковыряться прямо вот в этих прогах, там, это нужно постоянно заниматься монтажом, там. Я посмотрел вот Sony Vegas, мне вообще программа не зашла. Максим и они всем коммунити договаривались. Я вот посмотрел программу Sony Vegas, она мне, вот, допустим, не подошла для монтажа и обработки, допустим, видосов для летсплея. Поэтому я пользуюсь Adobe Premiere Pro. Гораздо почему-то она мне показалась удобнее, и чтобы рендерить и так далее, как бы обрезать там какие-то штуки, накладывать удобнее. Я вот не разобрался, пока других программ как бы не нужно, и поэтому ну и хрен с ними, как бы с остальными. Если мне нужна какая-нибудь будет другая прога, то я просто возьму тогда и буду уже в ней ковыряться. Нахрена лишним башку забивать. Поэтому прям сидеть как бы на стриме и, скажем так, показывать свой рабочий процесс, по-моему, ну, не очень интересно. Надо чем-то заниматься, я думаю, другим. Ну, это так, чисто совет, как бы, если хочешь, то, конечно, показывай, что ты желаешь, считаешь нужным. Кинопредира. Я им показываю кузню видео киноляпов, как я делаю видос. Ну, видишь, получается, как ты говоришь, что это им не особо интересно. Значит, надо что-то менять. Good day for us. Well battled. And begin. Хотя, по идее, вот так вот, если задуматься, то даже и на это дело как бы всегда найдется свой зритель. Как бы народу в мире до хрена, в России до хрена, русскоговорящих, сука, русскоговорящих, и, конечно же, найдутся те люди, которым будет интересно именно это. Ну, я вот, допустим, могу тут сказать про канал, есть такой «Ай, люблю людей». Он про фильмы, ну там, киноляпы, какие-то факты из фильмов постоянно говорит. Кинопредира. Нет, интересно то, что на выходе, мол, давай киноляпы Аладдин быстрее. Смотрелся на часто подох. Ну, конечно, всем охота уже посмотреть финальный результат, понимаешь? Good day for us. Не то, как это получается. Так вот, этот канал «Я люблю людей», короче, он, как я говорил, то, что он просто запускает стрим разговорный, ему задают какие-то вопросы по фильмам,
по каким-то фактам. Возможно, он, блядь, там въебался. Возможно, он что-то там, знаешь, в видосе не так до конца не рассказал. Как бы у него же тоже есть определенный формат продолжительности видео. Ну, вот как-то так у него стримы проходят по 3-4 часа. Болтает, сидит с народом. Ну, как бы с подписчиками тоже, почему бы не поболтать. Тоже думал, как-нибудь надо будет разговорный стрим типа того устроить. Посидеть, полялякать, поспрашивать, скажем так, мнение окружающих. Допустим, во что можно полобать, что там народу будет интересно посмотреть на канале конкретно. Может, какие-то корректировочки внести. Я тут себе еще... Сука, я тут себе еще хромакей заказал. Ну, вернее, полотно. Не, ну ты видал? У меня уже получается прямо вот две одновременно атаки парировать. Короче, заказал полотно, но оно должно прийти 5 числа. Все, пошел я на монтажную доску Аладдина 2019 год. Давай, счастливо. Вот. Он должен прийти 5 числа. Полотно. Но я, как обычно, на работе. Та-дам! Его должен притащить курьер. Я не знаю, каким образом получится его получить. Курьера потом хер найдешь. Чувствую. Надо что-то придумать. Либо число доставки изменить. Парируй, парируй, урод. Есть. Ах ты, сука. Давай, давай, давай. Ну давай, 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 4-я фаза. Ну, тоже знатно ему по жопе надавал. Почти, почти. Я ж разволновался. Думал, наконец-то я замочу эту мразь. Но нет. Дальше долбим дьявола. Девальфо от bmd.gg. Давай, бро, босс уже начал уставать. По-моему, я уже начал уставать. Квинтеска 1L. А у тебя стоит бессмертие. Ну, бессмертие, да, там этот стоит. Максим и еще чуть-чуть бы. Угу. Еще чуть-чуть. Стоит у меня этот навык, короче, который при 5 картах запускает тебе там на 3 секунды 0 урона. Ну, где-то на 3, на 2, что-то такое. Но его надо использовать, когда у тебя одна платформа остается. Ну, либо жизни до хрена. Нет, нахер. Ах, блядь, свалился. Ох ты, ёб твою мать. Ну, пиздец.
5 почти. Почти. Вот. Там главное ульту использовать, когда одна платформа. И просто мочить его раструбом этим. И, сука, жить. Тра-та-та, тра-та-та. Максим. Надоело мне слушать, как он трие говорит. Решил внести поправочки. Сейчас как-то первая фаза гораздо быстрее начинается. Либо мне кажется. Давай, парируй, блядь. Прям вливаем урон, пока не появляются эти черти. Мочим первого, блядь. Второго. Он черепом мне, да? Видел черепом хуйню? Черепом. Черепом. Рано. Я даже по таймингу попадаю, ну, вижу, попадаю я в этот хлопок или нет. Вот даже, в принципе, парирования порой не надо. Уже и так предрочился. Давай, третья фаза. Вторая, точнее. Да что, блять, почему он бежит-то туда? Ну тут замес был. Тупую вообще, 3 жизни, блядь, слил. Первую свалился с платформы, вообще просто так. Потом попал на фишку и не спарировал бомбу. Пиздец. Ну, ладно. Мне практика на первую фазу. Понятно. Костя Рика видеослики. Привет. Привет, Костя. Не, видишь, второй стрим этого урода мудоха. 6-й час пошел. Плюс еще я вне стрима где-то еще, часик где-то, другой позалипал. Прям какой-то челлендж. Костя Рика видеослики. И как? И как? Я умираю, Костя. Я постоянно умираю. Пока безрезультатно. Ну как, чуть-чуть получше уже получается. Но... Костя Рика видеослики. А у меня финальный босс остался в Секиро. Угу. Но он, по-моему, тоже еще тот кровопийца. Тихо. Движение. Ну, такой себе расклад. Лучше, конечно, 3.
Парируй. Есть. Сколько у тебя стримов вообще вышло на Секира? Костя Рика видеослики. Смешной босс у тебя. Угу, тоже финальный. Хохочем. Всем коммунити. Второй стрим уже. Ладно. Чуть-чуть до 4. Вот чуть-чуть. Костя Рика видеослики. 14. 14 стримов, охренеть. Ну-ка. A great slam and then stop. It's on. Опять улетел. Опять улетел. Ладно. Тащим. Тащим. На двух. Даже вот так вот можно сделать. Костя Рика видеослики. Внутри стрима у меня была тупо битва челлендж с боссом. Угу. Но у меня пока, вот, по идее, с финальным боссом, вот с этим демоном, второй стрим. А так вроде одинаковых стримов пока еще не было. Чуть топор не задел. А теперь задел. Одна жизнь. Ну, чё тут? Все херня. Любой промах и все. Тихо, тихо, бля. Ну почти же, почти. Все-таки надежда есть, то, что я эту падлу сегодня завалю. Костя Рика видеослики. Просто я убивал босса с одной катаной без всяких протезов и помощи в бой. A great slam and then stop. В этом заключался челлендж. Ну, как говорится, как только народ не извращается. Тыкворез. Костян, вечер добрый. Да, сволочь-то. A great slam and then stop. Now go. Костя Рика видеослики. Виталий, привет. Бля. Максим. Гёбу Масата Камила. Это, я так понимаю, по-секировски. Костя Рика видеослики. Виталя видел, кстати. Смайлик. Костя Рика видеослики. Гёбу легкий. Смайлик. Максим. Угу. Такой космический язык. Тыкворез. Да, видел. Я что же мазохист? Блядь.
Вот у нас и мазохист. Максим. Я ржаный тяжкий. Понятно. Прямой наводкой прям туда. This match will get red hot. Костерика видеослики. Помах над тебе. Костерика видеослики. Демоны ненависти. По-моему, Тыкворез. Это последний босс вроде. Секира, по-моему, самый такой, один из жестких. Я заметил то, что две обезьяны, когда без башки на тебя там прыгают. Костерика Не знаю, как они видеослики. называются. До последней. Парируй. Есть. Максим. Обезьяны это Яржин. М. Костерика видеослики. Нет, они не тяжелые обезьяны. Ну, Тыкворез. видишь. Костян, в какое время сегодня? Занакс. Гаси его. Максим. И он один. Блять, вторую жизнь просрал просто так. Ну давай, 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 быстрее. Давай вот так сделаем. Стелла мечта. Всем приветик. Есть. Я убил эту мразь. Стелла, привет. Ура! Наконец-то. Тыкворез. Кэпхэт шикарен. Костерика видеослики. Если есть протезизи, вот и я без протеза бил обезьяну, стража потел немного. Куэнтеска 1Л. Тыкворез. Добил Стелла, таки привет. этого урода. Максим. Уряя. Братья одержали победу над Костерика дьяволом. Наконец-то он видеослик. запросил пощады. Мы должны Виталий проявить Нечаев. милосердие. Смехнулся чашек. Тыкворез. Но мы еще не закончили. Ну, короче, сейчас будет массовая пьянка, тотальная оргия с чашками и другими обитателями сильного мира. Костерика видеослики. Красавчик. The End. Чё, я не знаю. Предлагаю, раз уж быстренько стрим закончился, предлагаю запустить следующий стрим по... Куэнтеска 1Л. Там был дракон. Следующий стрим по этому, как вам, по Стелла лопатному рыцарю. Тыкворез. Приветик. Как вам насчет лопатного рыцаря? Костерика видеослики. Можешь купить эту книжку. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Гамми Куиблер. У тебя адекватный стрим. Думаю, норм далее будет. Костерика видеослики. Когда Какой я что-то дракон. подустал, так что что-то не хочется даже пробовать дальше. Максим. Ломать его. Опять платформа. Ну, это так. На сегодня. Посмотрим, буду я его проходить дальше или нет. Куэнтеска 1Л. Хочу книгу Капхед. Конец. Ладно, давайте, короче, на этом деле мы стрим завершим. Подтягивайтесь на следующий. Сейчас я описание Стелла всякие. мечта. Ты сегодня работал? Ты у меня спрашиваешь, Стелла? Сегодня я работал ночь, если ты у меня спрашиваешь. Гамми Куиблер. Пойли отдохни. Костерика видеослики. Пермотка стрима. Смайлик.
Давайте через полчасика запущу стрим. Ну, даже может быть, ну да, где-то через полчасика. Запущу стрим по лопатному рыцарю. Еще полобаем. Так что, ну давайте, ребят, не прощаемся. Подтягивайтесь. Всех буду ждать. Стелла мечта. У тебя. Да, Стелла, я сегодня работал в ночь. Ладно, давайте, ребят. Спасибо всем за поддержку. Всем пока. Ну и жду на следующем стриме минут через 30.